Угадайте, что вот это такое? Что это? Это мои диктофонные записи более чем за 6 лет. Тут их накопились десятки, и при этом ни одна из них не стала готовой песней. То, что я сегодня хочу попытаться сделать, это прослушать записи за последний год, отсортировать их и впоследствии взять одну из этих идей и сделать из этого песню без участия компьютера. То, что я хочу сделать, разделить все мои диктофонные записи на 3 части. Первое — бриллианты. Это какие-то более-менее законченные идеи. Это что-то, что имеет хоть какой-то намек на форму, то, что можно уже в принципе представить как готовую песню. Идеи. Сюда мы запишем те записи, которые не имеют самостоятельной ценности, но которые можно куда-то присовокупить, как-то развить и так далее. И третье — мусорная корзина. То, что мы просто удаляем и больше к этому не возвращаемся. Первая идея, она началась с соло. Я просто придумал соло на акустической гитаре, а потом уже дописал еще версию с вокалом. Кажется, что-то в этом есть. Я бы записал ее в бриллианты просто потому, что здесь есть уже и соло, и какая-то более-менее осмысленная идея. И можно ее как будто бы гонять по кругу. Есть такое ощущение. Что-то рокерское такое, да? Вот какое-то ощущение, что она вроде бы как будто бы законченная, но не знаю, почему-то мне не очень она нравится и не очень лежит к ней душа сейчас. Вот эта темка мне нравится здесь куплет, припев, но категорически не нравится припев. Ой, блин, наоборот. Короче, мне нравится здесь припев и категорически не нравится куплет, я хочу его 100% переделать. А припев, тут мне нравится текст, он уже, в принципе, можно сказать, готовый, довольно интересный. Да, огонь. Мне очень нравится припев, запишу в первую колонку. Так, ну это я записывал ночью, поэтому не особо здесь слышно. Ну, довольно такая меланхоличная мелодия. В принципе, интересно, но, наверное, не то, с чего хотелось бы начинать, поэтому запишу во вторую колонку. Риф. Вау. Так, ну, на мой взгляд, риф довольно посредственный. Уникального, интересного, мне кажется, здесь нет, поэтому я просто удаляю. Ла-ла-ла. Что такое ла-ла-ла? Реально ла-ла-ла. Это мне нравится. Она такая позитивная, легкая. Ага, и вот здесь тоже интересная часть. Ну, короче, здесь нужно доработать. Не знаю, я бы, может быть, даже в первую записал. Или все-таки нет. Или все-таки во вторую. Давайте все-таки во вторую запишу. Как видите, большинство идей я записываю на акустической гитаре. Просто потому что это быстрее. Здесь я как будто без зубов пою. О, вот это интересно. Так, Focus on the Pain я запишу в первую колонку. Мне нравится, что здесь есть классный переход обратно, вот этот возвращение. И, в принципе, по форме как бы уже какая-то структура здесь выясняется. Fire in Your Eyes. Да, короче, у меня такое ощущение, что я сочинил ее просто тупо 2 раза. Я сочинил ее вот 5 апреля,
а потом 18 мая сочинил еще раз. В итоге я пытался недавно совместить эти две темы, у меня ничего не получилось, поэтому, наверное, лучше взять какую-то одну и просто ее повторить. Такая какая-то пасторальная тема. На самом деле, хотя и она тоже, такая медленная, меланхоличная, но в ней есть какой-то свет. Я бы взял ее и записал все-таки в первую колонку. Так, Two Loners. Что это? Two loners in this world. Это, видимо, все. На мой взгляд, не имеет особой ценности, поэтому просто удаляем. Соло L. Вообще вроде прикольно. В общем, запишу во вторую колонку. Как идея прикольно. Вы куда спешите, дети? Вы возьмите нас с собой. Это песня на стихи друга моего отца, который, насколько я помню, трагически погиб. Пока запишу во вторую колонку, просто потому что тут нет гармонии, пока что непонятно, как это реализовать дальше. Запишу сразу в идее. Дело в том, что гармония довольно примитивная. Вот это прикольная тема, я помню, как я ее придумал и подумал, что вот если с живым бэндом играть, и, например, какая-то такая бодрая тема заканчивается, и в конце просто идет такой расколбас, и вот что-то подобное можно наиграть, и оно будет, в принципе, прикольно. Просто в идее запишу. Вот такой риф я бы выбросил. Просто я, честно говоря, не знаю, куда его применить. Это тоже риф довольно такой простенький, хард-роковый риф, ничего особенного, поэтому тоже, пожалуй, выброшу. Не знаю, наверное, запишу в идее, но тоже как будто бы ничего особенного, но пусть будет в идеях. Написано в конце прикольно. Да, вот это прикольно. Короче, в этой теме что-то есть, оно такое, имеет такой прог-рок потенциал, вот, поэтому тоже запишу в идеи. Гармония прикольная, тут прям интересная. Еще бы снять ее теперь обратно. Че я там наиграл? Да, тут еще есть что поснимать. Короче, запишу в первую колонку. Да, помню эту тему. Она такая в стиле трагического джаза какого-то. Вот. В принципе, прикольная. Так, наверное, запишу во вторую колонку.
Идея-то прикольная. Ну, такое интро. В принципе, прикольно звучит. Ага, попытка текст сочинить. Так, запишу во вторую. Вроде бы оно даже более-менее по форме что-то там вырисовывается, но сама идея мне не очень. Слезы по щекам разрывают нас напополам. Я был не готов, на ноги не встал, самое родное потерял. Любовь дороже денег твоих глаза. Так, ну, на мой взгляд, сильная тема. Вот. Я ее запишу в первую колонку. Вот это прикольная штука. Блин, можно даже в первую записать. Можно крутить бесконечно. В принципе, взять какой-нибудь бит прикольный. Поэтому запишу в первую. Вторую часть даже не будем слушать. Там, в принципе, примерно то же самое. Помнят юными нас с тобой. Ты была права. Теперь это все лишь снежный сон. Снежный сон? Ну ладно. Короче, удаляем. Так, ну здесь я ничего такого не вижу. Наверное, это удалю просто drop the chords. Ну такое, в общем, запишу в идее. Тут смысл в том, что интересная какая-то ритмическая история. Так, море-море, 3 штуки. Мы сейчас это не будем слушать, потому что мы с группой уже, в принципе, подумали и немножко переделали эту песню, и будем ее, скорее всего, реализовывать. Слушаю, она вроде прикольная, но что с ней делать, я понятия не имею. Поэтому вот записываю в идеи и просто пока откладываем. Что-то как будто в этом есть, но вообще пока довольно невнятно. Пока отложим. Я ее пробовал, кстати, играть на электрогитаре, и тоже прикольно. Она немножко начинает походить на Nothing Else Matters, и это что-то ей придает. Я оставлю тебе свое сердце, и теперь оно принадлежит тебе. Все, что было, мы сделали сами. Временами нам было так страшно, но любовь не проходит, ты знаешь. Остальное не важно, остальное не важно, остальное не важно. Ну вот это более-менее тоже такая законченная тема, поэтому положу в первый столбик. Наверное, выброшу, потому что не очень понимаю, что с этим делать. Так,
прикольно, но в данный момент, опять же, не буду делать, поэтому фанк-рок запишу во вторую колонку. Тоже положу пока во вторую. А вот это мне нравится, я бы положил в первую, и здесь тоже можно, в принципе, наложить бит и уже крутить эту тему по кругу, и что-то интересное может получиться. Вряд ли я ее сейчас буду делать, потому что, здесь нужны бэки, здесь очень сложная будет аранжировка, поэтому я просто ее отложу. Такая, в общем, довольно невнятная тоже тема. Запишу во вторую колонку. Так, все, мы разобрали песни за последний год. Я надеюсь, что из того, что мы выбрали, хоть что-то у меня получится. Это было ужасно стыдно, но что делать? Зато вы увидели, услышали всю подноготную творческого процесса, того, из чего потенциально может что-то получиться. Вот так вот расположились наши диктофонные записи в 3 колонках. Больше всего во второй, меньше всего в третьей. Возможно, что-то из второй стоило удалить. Не знаю, буду ли я к этому возвращаться. Да, может быть, я был не слишком строг сегодня. Не знаю, возможно, в будущем я удалю часть еще из этих записей. Но не факт, что из этих записей что-то получится. Нужно смотреть, еще пробовать. Но хотя бы они отсортированы, и теперь есть более приоритетные варианты, да, на которые я буду обращать внимание. И при необходимости буду возвращаться ко второму столбику. Что, друзья, мы проанализировали мои диктофонные записи за последний год. Я, честно говоря, уже подустал. Но надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями и принимайте участие в обсуждениях. Давайте общаться. Какие темы из предложенных сегодня вам понравились, тоже пишите. Интересно узнать, может быть, что-то я пропустил и записал вообще не в ту колонку, поэтому... Пишите. Все на сегодня. Пока-пока.